Как работает пневмоцилиндр? Пневматический цилиндр позволяет преобразовать энергию сжатого воздуха в линейное перемещение. Как он работает? Сжатый воздух через крышку поступает в полость цилиндра и давит на поршень, который размещен в гильзе. Под действием давления сжатого воздуха поршень перемещается. Шток закреплен на поршне и перемещается вместе с ним. Шток может поднимать груз или перемещать какой-нибудь механизм. В пневмоцилиндрах одностороннего действия воздух может действовать на поршень только с одной стороны. Обратный ход осуществляется под действием усилия пружины или нагрузки. Для осуществления обратного хода необходимо выпустить воздух из противоположной полости. В пневмоцилиндрах двухстороннего действия воздух может действовать на поршень с двух сторон. При подаче воздуха в поршневую полость шток выдвигается. Чтобы втянуть шток, нужно подать сжатый воздух в штоковую полость, а поршневую соединить с атмосферой. Как устроен пневмоцилиндр? Поршень пневмоцилиндра расположен в гильзе, трубе с гладкой внутренней поверхностью. На поршне установлены манжеты, которые герметично разделяют поршневую и штоковую полости. На поршне могут устанавливаться опорные и магнитные кольца. Опорные кольца обеспечивают скольжение поршня по гильзе. Магнитные кольца нужны для того, чтобы датчики могли определить положение поршня. К поршню присоединен шток, длинный стержень с полированной поверхностью. В месте соединения поршня и штока устанавливается резиновое кольцо. Чтобы пневмоцилиндр стал герметичным, нужно установить переднюю и заднюю крышки, разместив в местах соединений гильзы и крышек резиновые кольца. В крышках выполнены отверстия для подвода сжатого воздуха. В передней крышке размещены манжета, которая не дает воздуху протечь вдоль поверхности штока, и грязесъемник, который не позволяет пыли попасть в полость пневматического цилиндра. Поверхности штока и гильзы, контактирующие с манжетами, должны быть очень гладкими, чтобы не повредить манжеты и обеспечить плотный контакт. Для управления пневмоцилиндром используется пневматический распределитель. Рассмотрим работу пневматической системы в целом. Воздух подается от компрессора на вход распределителя, который в нейтральном положении заперт. При переключении распределителя сжатый воздух от компрессора будет подаваться в поршневую полость пневматического цилиндра, а штоковая полость будет соединена с атмосферой. Шток пневмоцилиндра будет выдвигаться. При переключении распределителя в противоположное положение сжатый воздух от компрессора будет подаваться в штоковую полость, а поршневая будет соединяться с атмосферой. Шток пневматического цилиндра будет втягиваться.